Land Rover Brothers представляет. Привет, любители квадратных черных внедорожников! Сегодня я вам расскажу, как менять гидровтулки на автомобиле Discovery 4. Расскажу, как их диагностировать, как они вообще себя проявляют. В общем, происходит это следующим образом. Запускается автомобиль, пускается в накат, и путем резкого торможения мы должны будем услышать стук характерный. Особенно он отдавать будет в ноги. Для того, чтобы снять нижний рычаг на Discovery 4 и Range Rover Sport, нам откручивать эту гаечку не нужно. Но если у вас Discovery 3, вам нужно будет открутить гайку и выбить непосредственно шрус, чтобы мы могли вытащить нижний рычаг. Головкой на 24 откручиваем гайку шаровой опоры. В большинстве случаев, чтобы освободить шаровую опору с поворотного кулака, требуется, требуется съемник, но в большинстве случаев просто выбиваем молотком. Это обусловлено тем, что шаровые настолько прикипают к самому поворотному кулаку, что просто специнструмент не справляется с данной процедурой. Есть. После того, как мы высвободили наши поворотные кулаки из шаровых опор, мы приступаем к раскручиванию непосредственно самих рычагов. Для этого нам понадобится, опять же, головка 24 и ключ на 24, чтобы высвободить болты из сайлентблоков, и головка на 24 и ключ на 21, чтобы высвободить болт пневмоопоры. Перед тем, как начать откручивание, лично я прочищаю резьбовое соединение металлической щеткой и брызгаю ВДшкой. В общем, с этим рычагом для демонтажа мне повезло. То есть мы видим, здесь вот все болты у меня спокойно вышли. Здесь передний болт вышел, болт крепления пневмоопоры вышел. А вот в самой гидровтулке у меня болт сидит. Сейчас я вам расскажу, как же я его вынимаю. Что происходит, когда закисает этот болт? Он закисает вот в этом месте. Вот, как мы видим, вот здесь он более толстенький у нас. Здесь при попадании, агрессивная среда, влага и все такое, он просто у нас прикипает к самой гидровтулке. В общем, для этого я беру свой любимый пневмоинструмент, без которого у меня не обходится ремонт подвески, и показываю, что я начинаю делать. Я вставляю сам инструмент между гидровтулкой и рамой. Вот в это место пропихиваю его туда. И вот если вот здесь вот вам сейчас будет видно, вот с этой стороны, в общем, начинаю его долбить, и отсюда мы увидим, как будет сыпаться ржавчина и все такое, и тем самым болт будет сам высвобождаться. Здесь есть. И немножечко сюда. Вот. Теперь можем отсюда наблюдать, как он у нас начал, в принципе, вращаться. Вот. Много времени мне не понадобилось. И вот, в принципе, мы его высвободили. Все, отлично. Вот наш высвобожденный болт, который именно прикипел. А вот этот болт у нас, в принципе, вышел самостоятельно. Как мы видим, вот она была разница, вот она наша проблемка была. Но нам, в принципе, здесь, да, присутствуют следы коррозии, но сам болт у нас остался целым. Все хорошо, мы его зачистим и можем обратно его поставить на свое место. Тем самым сэкономим денег для клиента. Вот они, наши нижние рычаги передней подвески. Вот, смотрим, особо внимание обращаем на шаровые, потому что при диагностике у нас люфтов, в принципе, выявлено не было. Но вот при таком вот смотрите, видите, его как бы сам пыльник пытается вернуть шар. То есть он считается как бы прослабленным.
можно его оставить, но будем рекомендовать замену. Сегодня я ставлю оригинальные гидровтулки. Вот. В оригинальной упаковке это все. В общем, выглядят они вот таким образом. Пока я не знаю, согласится ли клиент менять шаровые опоры, поэтому я одел такие вот пластиковые заглушки, дабы не повредить сами клиники шаровых. На оригинальной гидровтулке меткой является, в принципе, вот эти вот 3 отверстия, вот эта вот серединочка, она вот как раз таки при запрессовке должна будет смотреть вот на это отверстие. Для выпрессовки я использую, как обычно, наш пресс. Это специнструмент для выпрессовки. Вот, и вот эта вот спецура у нас для запрессовки гидровтулок. Выпрессовывается, в принципе, мы видим давлением приблизительно вот, 4 тонны. Выпрессовав гидровтулку, вот, мы здесь видим отслоение резины от втулочки центральной. И, как видим, потекла жидкость именно, ну, почему мы ее не видели, она внутри, находилась внутри рычага еще в запрессованном состоянии. Вот, но мы видим, уже начинается здесь подтек. Перед запрессовкой подготавливаю рычаг. Все это посадочное место нужно будет зачистить. Вот наши 3 точечки, о чем я говорил. Вот эту точечку ставим прям, чтобы она у нас смотрела на вот это отверстие в самом рычаге. Вот, предварительно мы просиликонили все это дело. Ставим нашу спецуру. Обращу ваше внимание еще то, что салимблоки, они прессуются не до конца, не до упора прям. То есть у них есть ограничение 4-5 миллиметров. Во время запрессовки особое внимание обращайте, чтобы сама гидровтулка шла без перекосов именно. Вот, прям идеально ровно, иначе можно будет просто потом превратить в негодность саму гидровтулку, либо сам рычаг посадочное место. В общем, вот мы видим, как у нас запрессовался непосредственно запрессовалась гидровтулка в рычаг. Вот видите, насколько она здесь торчит, и вот здесь у нас остался зазор. Вторым рычагом производим ту же самую операцию. Переходим к установке самих рычагов в штатные места. Снимаем защитный колпачок. Кстати, мы здесь видим новую шаровую опору. Как ее поменять? Вот в этой ссылочке. Вставляем шаровую в штатное место. Нажимаем гаечку сразу же. Ставим рычаг как бы в исходное положение. Направляем при помощи монтировки саму пневмоопору. Обратите внимание, аккуратно с пыльником привода. Потому что если у нас опора соскочит, она может повредить нам пыльник. Затем вставляем непосредственно болты в рычаги, салимблоки. Являются они следующим образом. Задний болт смотрит у нас назад, передний болт будет смотреть вперед. И чтобы задний болт вставить, здесь стабилизатор нам будет мешать, поэтому мы разворачиваем эксцентриком вниз, вставляем. Кстати, чуть не забыл. Вот здесь вот у нас проушины, за счет чего у нас выставляется, допустим, на передних салимблоков сам развал выставляется, у задних кастер мы должны прочистить. Посмотреть, бывает здесь иногда может быть трещины, либо если болт был до этого не затянут должным образом, может быть смята вот это вот, так называемые ушки. Вот, если они у вас смяты, их нужно будет опять как бы вытащить, ну там, не знаю, маленьким зубильцем стукнуть, как бы выгнуть в обратную сторону. В данный момент у нас этого дефекта нет. Вот. Поэтому просто зачищаем, сопрягаем поверхность шайбы эксцентрика в кране. Передний болт мы ставим так, чтобы он смотрел вперед.
Так называемые щечки, они расположены вот именно со стороны, где будет ставиться шайба. Не со стороны, где болт становится, потому что со стороны, где болт, там их нет. Именно вот со стороны шайбы. Вот, ставится шайба со смещенным центром. Вот. Потом дополнительная шайба. И все это дело наживляется буквально до касания и закручивается ни в коем случае не пистолетом, никак, а просто руками до касания болта так, чтобы не был зажат сам сайлентблок рычага. Вот. Просто вручную мы сейчас протянем. Но и чтобы шайба сидела именно в своих посадочных местах, чтобы она не наскочила случайным образом на вот эти щечки. Вот. Вот как бы вот до такого касания сильно затягивать нельзя, но это прописная истина. На весу рычаги не затягиваются. Затягивается все после того, как автомобиль соберем, выставим в среднее положение подвеску, и после этого будет происходить, ну, затяжка, соответственно, но сперва будет делаться свод-развал. Со стороны гидровтулки вот эти щечки у нас также мы осматриваем, смотрим, чтобы они у нас как бы выпирали. Все, сопрягаемую часть всю зачистили мы. Вот эти щечки находятся со стороны гидровтулки, они находятся сзади, если смотреть как бы сзади автомобиля на нее. Для удобства выполнения процедуры свод-развала шайбы эксцентриков я все вывожу именно кверху. Вот. После чего потом приступлю к выполнению процедуры свод-развала. Объясняю для чего. В общем, на стороне гидровтулки это у нас регулируется кастер. Вот как мы видим, рычаг уходит назад, вперед. Это, соответственно, при повороте у нас колеса будут заваливаться. Ну, как бы это придает устойчивость автомобиля. А здесь у нас в переднем у нас происходит именно отдаление от оси рычаг, либо приближение. Это у нас как раз развал. Шаровые опоры затягиваются на весу. Вот. Для этого берем вот такой как бы инструмент, против которого у нас вообще нет приема. И одеваем поворотный кулак непосредственно на шар и поджимаем его. Делается это для того, что по руководству по ремонту не допускается проворачивание пальца шаровой опоры. Поэтому мы его нагружаем и закручиваем. После того, как мы автомобиль поставили на колеса, выставили среднее положение пневмоподвески, переходим к протяжке нижней опоры. Вот. Пневмоопоры. Нижнего крепления пневмоопоры. Протянули. Ну, а сами болты гидровтулок и сайлентблоков нижних рычагов будут затягиваться в процессе свод-развала. Ну вот, друзья, мы сделали свод-развал, протянули все. Теперь время послушать, есть ли этот звук или нет. Ну что, победа, звук исчез. Как бы клиент, думаю, останется довольным. Если вам было полезно наше видео, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем пока!